Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы будем ролик снимать с моей подругой Лисичкой. Сегодня мы будем также говорить с вами об способах эмоционального воздействия друг на друга. У меня был интересный опыт. Я наблюдала за мамой с ребенком, которому было около 6-7 лет. И этот ребенок мне позволил собрать все способы эмоционального воздействия на взрослого. И когда дети пытаются нами манипулировать, но слово манипулировать, давайте не будем ему придавать какую-то негативную коннотацию. Манипулирование — это воздействие. Пытаются что-то эмоциональным воздействием сделать с другими. Так вот, когда дети это пытаются сделать, то это у нас вызывает умиление. Но мы сами точно так же пытаемся друг с другом это делать. И неплохо было бы узнавать, когда наши партнеры или друзья пытаются на нас так воздействовать. То есть фактически личность разыгрывает сценарий, разыгрывает какую-то пьесу, постановку. И другой — это для нас всегда возможность получить все, что я хочу, без собственного развития. Я думаю, все вы помните сказку про рыбака и рыбку, про старуху, которая давила на старика, поняв, что он может улучшить ее условия проживания, и ее аппетита не останавливалась. Она требовала все больше и больше, и в конце концов захотела быть царицей, и чтобы сама золотая рыбка была у нее на побегушках. Вот золотая рыбка как раз-таки была тем объектом сторонним, тем другим, благодаря которому старуха могла обрести благополучие, благо, не развиваясь сама. И другой для нас — это всегда объект, у которого есть благо. Это наша с вами самая любимая теория про то, что можно сразу все и получить то, что я хочу, не напрягаясь, не прилагая усилий. И первый способ эмоционального воздействия — это «посмотри, какой я хороший». Давайте представим, что мне от лисички что-то надо. И я ей говорю: «Боже мой, лисичка, ты такая красивая, у тебя такие глазки, такая красивая шерстка, такие красивые ушки, которые торчат, такие лапочки сладенькие, какой у тебя хвостик, боже мой». Я захваливаю лисичку, и она ощущает себя хорошей. И я эту хорошесть ей даю, ее ценность, ее важность, ее значимость. И когда после всего того, что я у нее попросила, то есть ей сказала, я начинаю просить, чтобы она: «Ты не могла бы сбегать за солью в магазин? У меня соль кончилась». И моя просьба, она как бы аннулирует все сказанное. И я думаю, многие из вас, когда кто-то из партнеров подходит к вам с таким же способом воздействия, вы иногда даже сразу говорите: «Что тебе надо? Говори мне, что тебе надо». То есть таким способом воздействия мы создаем хорошесть у другого. И если ты хочешь получать эту же хорошесть от меня, такую же, то дай мне то, что я хочу. Я за это дам тебе ощущение хорошести. Это когда ребенок просит что-то у родителей, делает бровки домиком, смотрит на него, поглаживает его, смотрит снизу вверх, дает ему ощущение значимости. И вот эта вот собственная хорошесть становится моментом, благодаря которому спекулируют некоторые специалисты. Например, когда женщина должна вдохновлять мужчин. То есть я буду хорошей, и через это вдохновение ты начнешь зарабатывать. Или же мужчина, у которого давно не было секса с женой, пришел с цветами, и за эти цветы уже все, надо ему отдаться. И вот на примере секса это очень хорошо видно, когда моя хорошесть, мою хорошесть я считаю достаточным способом воздействия для получения желаемого.
И как вот эта вот женщина, которая вдохновляет мужчину, как и мужчина, который пришел с цветами, как ребенок, который заглядывает маме в глазки. То есть получение желаемое зависит еще от другого, что муж этой женщины может. Или же хочет ли жена этого мужчины секс. Или же есть у мамы финансовая возможность купить ребенку желаемое. Но важно понимать, что когда на нас воздействует даванием хорошести, то когда нас ее лишают, мы будем ощущать эту пустоту. То есть тот наркотик, который нам шел, уже не выдается. И наступает второй способ воздействия. Это когда другой человек падает в жертву. Это если бы я лисичке говорила: ну посмотри, как я страдаю без соли. Ну что тебе жалко? Тебе же это не трудно сделать для меня. Ну что ты не хочешь сходить за этой несчастной солью? Мне так обидно, что вот когда тебе надо что-то, я делаю, а ты не делаешь. Здесь я уже попадаю в жертву, и лисичке я буду внушать то, что она мучитель, буду ей навязывать роль плохого тирана, агрессора и так далее. То есть я начинаю говорить как будто бессознательно. Я вот тут вот колебаюсь, но еще чуть-чуть, и ты станешь вот этим самым плохим. И всегда апеллирую к страданиям. Посмотри, как я страдаю. Когда я это говорю, я надеюсь, что вы уже не только думаете, кто тут мной манипулирует, а вспоминаете из своей жизни моменты, когда вы апеллировали к страданиям, когда вы приводили свою боль как аргумент. Мне больно, дай мне, чтобы мне не было больно. Это ты причина этой боли. И в том, как я буду изображать жертву рядом с лисичкой, я могу уходить в молчание, так вот вздыхать, всем своим видом показывая, как мне плохо, как я страдаю. И она должна от ощущения того, что она плохая, сделать так, чтобы мне стало хорошо. Вот это замыкание в себе, несчастные глаза и так далее, и так далее. И если человек не выдерживает проецируемого в него, лисичка в нашем примере, образа плохой тирана, то она согласится, скажет: ладно, я сделаю это. Я все-таки хороший, я не хочу быть злодеем. Третий способ воздействия – это агрессия. Вот они обычно идут по экспоненте, по нарастающей. То есть сначала у нас ты хороший, потом я страдаю, а потом уже начинается агрессия. Дай то, что я хочу. И в этом призыве дать уже находятся нотки раздражения. Вот многие люди думают, что их недовольство – это не агрессия. То есть они высказывают свое недовольство. И внутри, уже перед тем, как появилась агрессия, произошло нагнетание. И у людей, у которых психика разболтана, эмоции не сбалансированы, вот эта эскалация от «ты хороший, я страдаю» до агрессии может произойти буквально за минуту. И здесь я уже начинаю атаковать другого. И эти атаки, они для меня абсолютно логичны, они для меня правомочны, правомерны. То есть я тебя объявила агрессором, и поэтому мне можно, не теряя собственную хорошесть, тебя атаковать. Ты отвратительная, ты никогда не можешь сделать то, что я прошу. Сколько раз я уже просила у тебя, а ты отказываешь мне. Я никогда тебе не отказываю, делаю все, что ты говоришь. Вот здесь уже наша жертва стала агрессором, и она воздействует впихиванием плохости. То есть человек внутри я нагенерировал, и на лисичку это начинаю вываливать. То есть у меня происходит сначала зарождение моего «хочу», потом хорошим способом я этого не добиваюсь, я демонстрирую страдания, и потом уже начинаю лупасить эту бедную лисичку, обзывая ее, оскорбляя и нажимая на нее. И
пока ты мне не дашь то, что я хочу, ты останешься плохой, и я тебе не отдам свою хорошесть. И люди, у которых внутри нету понимания реальности, они будут очень подвержены таким манипуляциям. То есть они не выдерживают этого эмоционального давления, потому что они не опираются не на действительность, а на то, что другой мир транслирует как отражение человеку. То есть чем у меня необъективнее представление о себе, тем я буду больше зависеть от этих эмоциональных воздействий. И я по отношению к лисичке могу не только проявить агрессию, но когда я продемонстрирую свои страдания, а агрессия мне запрещена, то есть мне непозволительна агрессия из-за того, что я соблюдаю образ какой-то хороший. Я могу уйти в высокомерие. То есть я когда что-то попросила, например, у лисички, лисичка говорит, ну давай я схожу за соль. А я говорю, спасибо, не надо, справимся без соли. И в этом высокомерии я буду ощущать себя святой, которая не высказала свою агрессию, но человек рядом со мной будет ощущать себя ничтожеством. Я думаю, что у многих в памяти есть такие моменты, когда ощути себя ничтожеством, ты не дал то, что я хочу. Вы делали так с другими, другие так делали с вами, и, надеюсь, ваша память вам подбросит эти случаи. Итак, ощущение собственной святости и высокомерия. Многие люди генерируют свое желание, потом генерируют вот эту вот хорошесть. И эту хорошесть, которую, когда вот я говорила, ты хорошая лисичка, у тебя такая шерстка, они воспринимают как самопожертвование. То есть, как только я начинаю заигрывать с лисичкой, она начинает мне быть должна. То, что я ее хвалю, это принесение меня и ей в жертву. И я из-за этого, из-за того, что я пожертвовала собой, хотя ради того, что надо мне, но я это не осознаю, я считаю, что я многое дала. У нас есть такая манера переоценивать то, что мы даем, и обесценивать то, что дают нам другие. И свое пожертвование, вот я и похвалила ее, и показала, как мне больно она не сделала, я ее считаю полным ничтожеством, а сама хожу в высокомерие и сквозь зубы разговариваю, например. И многие люди так думают, что они спасают брак. Вот они молчат, они не высказывают, они не ругаются, но это напряжение, оно все равно растет или там спасает отношения. И напомню вам, что великолепный пример про секс, когда, например, кто-то говорит вам комплименты, чтобы его получить, потом говорит, посмотри, как я страдаю из-за того, что ты не хочешь со мной секса, а потом начинает оскорблять, что ты отвратительная, допустим, фригидная, или мужчине говорят, что он импотент, чтобы вот это вот желание невоплощенное, оно мучает самого человека, и человек, атакуем им, но он этого не понимает и начинает атаковать другого в ответ. И я по отношению к лисичке могу стать не только хорошенькой, демонстрирующей боль, агрессивной, высокомерной, но еще и мстительной. То есть, когда я не разбираюсь со своими процессами, которые у меня происходят, но я запомнила, что она плохая, она не дала то, что я хочу. И эта мстительность проявляется в каких-то других моментах. Когда мне лисичка говорит, а ты мне нальешь молочка? А я говорю, ой, сейчас у меня настроения нет, или мне некогда, а сама в голове держу эту ситуацию с солью. И люди часто в отношениях накапливают такое громадное количество этих невысказанных претензий, что отношения просто не выдерживают этой тяжести, и они рухнут. Потому что если человек выскажет лисичке, то лисичка может высказать что-то в ответ. А когда я молчу, я могу и быть высокомерной, и жертвующей, и считать себя лучше, и не услышать в свой адрес. То есть вот этот откровенный разговор, который мог бы состояться, я его не инициирую, но внутри это все варю. И так бывает, что супруги, например, не ругаются, а потом в один момент
как будто Авгиевой конюшня раскрывается, начинает вываливаться все за много лет, десятилетий. То есть человек это копит, недостатки другого и плохость, только для того, чтобы на этом фоне выглядеть прекрасно. А какой ваш любимый способ эмоционального воздействия на других? Из перечисленных, или же вы можете добавить этот список чем-то своим оригинальным? Давайте выведем это в сознание и постараемся по отношению к другим это не применять, но если применять, понимать, что это наши процессы. И будем узнавать, когда другие люди делают это с нами. Вот о том, как происходит в контакте, в общении такие манипуляции, мы более подробно поговорим на школе общения, которая начнется в середине августа. На сайте olgademchuk.org уже есть эта школа, можно почитать подробную программу и зарегистрировать свое участие. И для тех, кто недавно присоединился, напоминаю, что есть еще видео для спонсоров и психоанализ онлайн. Можно прислать свой вопрос, и я на него там отвечу. Все это есть в рубрике «Запись». На YouTube-канале есть рубрики «Записи». Вот, или заметки, может быть. И вот там все это можно найти. Ну что, я прощаюсь. Пишите ваши комментарии и до встречи.